Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про еще один интересный гаджет для умного дома экосистемы Xiaomi. Это умные смарт-часы-будильник. Хотя на самом деле функционал этого устройства гораздо шире. Это и Bluetooth шлюз с поддержкой ячеистых межсетей, и точка входа для голосовых команд. Но давайте обо всем поподробнее. Поставляется устройство в запаянной в пластиковую пленку белой картонной коробке с фотографией гаджета на фронтальной части. Это не краудфандинг, на коробке красуется логотип Mi. Технические параметры устройства традиционно расположены на задней части коробки. Обилие иероглифов говорит о ориентации на китайский рынок. Начинка гаджета довольно мощная, за быстродействие отвечает 4-ядерный процессор на базе Cortex-A53 частотой до 1,3 ГГц. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2,4 ГГц, стандарт EE 802.11bgn, Bluetooth 4.0 с поддержкой технологий BLE и Mesh. Питание microUSB 5 вольт до 1,5 А. Размер 126,2 на 27 на 60,8 мм. Коробка разделена на две части, в одной из них находится герой обзора, завернутый в полупрозрачный пакетик. Кроме умного будильника в комплекте также идет блок питания с несъемным microUSB кабелем и небольшой инструкцией на китайском. Блок питания имеет плоскую американскую вилку и рассчитан на максимальную мощность 7,5 Вт при напряжении 5 вольт. Материал корпуса пластик, фронтальная часть с экраном черная, все остальное белое. Тот самый случай, когда электронные часы похожи на электронные часы. Сзади находится перфорированный участок, под которым находятся динамики, по всей видимости микрофон. Внизу разъем microUSB и отверстие для кнопки сброса. На верхней части, как и полагается будильникам, находится овальная кнопка, также выполняющая роль цветного индикатора. На нижней части находится противоскользящая прорезиненная ножка, на которой дублируются краткие технические параметры устройства. Пора уже включить гаджет. Большую часть черного экрана занимает циферблат. Цвет цифр белый, очень контрастно, четко и разборчиво. Справа и слева цифр есть по 3 дополнительных информационных индикатора. Устройство имеет встроенный датчик освещения, который регулирует яркость экрана. После включения устройства обнаруживается приложение Mi Home, локация Китай. Кликаем на него и запускаем мастер подключения. Следуя его шагам, выбираем нужную Wi-Fi сеть и переходим к последующим шагам. На этапе подключения смартфон и будильник должны находиться недалеко друг от друга и в зоне уверенного сигнала от роутера. Терпеливо ждем завершения всех этапов сопряжения. После этого нужно выбрать комнату, где будет находиться устройство, задать ему имя и при желании расшарить доступ к нему для других Mi аккаунтов. После подключения к приложению справа пропадает значок с перечеркнутым Wi-Fi. Устройство синхронизирует время. Верхняя кнопка индикатор меняет свой цвет с оранжевого на белый под циферблат. Выглядит все органично и красиво. В сравнении с монитором качества воздуха будильник немного длиннее, но при этом меньше по высоте. Вместе они выглядят довольно органично, и мне лично больше нравится полностью черная фронтальная поверхность будильника. Самые внимательные уже обратили внимание на разницу во времени между будильником и монитором. У меня она составляет 5 часов, разница с часовым поясом Пекина. Давайте разберемся, как ее убрать. Мой текущий часовой пояс это GMT плюс 3. Время устанавливается по данным сотовой сети. Умный будильник ставит часовой пояс GMT плюс 8, это Пекин. Пользоваться при такой настройке, мягко говоря, неудобно. Так как я уже подключил устройство к Mi Home, мне нужно удалить его из системы и сбросить скрепкой в заводские настройки. Конечно, быстрее проделать процедуру корректировки времени сразу, перед первым подключением. Далее нужно включить ручной режим настройки времени и, не меняя часовой пояс, откатить время назад на ту самую разницу. У меня это 5 часов. И сейчас разница составляет 10 часов. Далее нужно повторить весь процесс подключения к Mi Home, при котором будильник вновь выставит разницу в 5 часов, но теперь это будет правильное время. После того, как устройство будет успешно добавлено в систему, на смартфоне можно вернуть обратно автоматические настройки корректного времени. Теперь время на будильнике соответствует реальному. Еще одно сравнение уже с корректным временем. Забегая вперед, скажу, что через плагин выставляется 24-часовый формат отображения времени. Мне лично так удобнее. В главном окне плагина имеется 4 меню для управления гаджетом в качестве будильника, напоминателя, таймера обратного отсчета и устройства для медитации.
Далее идет 6 опций для управления голосовыми функциями. Голосовой помощник только на китайском, и очень подробно на нем я останавливаться не буду. Перейдем к будильнику. В плагине можно выбрать одну из 11 предустановленных мелодий для звонка будильника. Так как часовой пояс выставлен корректно, никаких поправок делать не надо. Ставим нужное время, включаем или отключаем повтор, выбираем мелодию. При необходимости включается опция удаления будильника после срабатывания. Все будильники отображаются в списке плагина. Когда есть включенный активный будильник, с левой стороны экрана отображается его иконка. Подобным же образом настраивается и напоминатель. Здесь имеется одно условие. Название напоминателя нужно указывать на английском или, если умеете, на китайском, так как при срабатывании будильник будет произносить это название вслух. При активной опции напоминателя на экране отображается иконка в виде колокольчика. Test. Test. В меню таймера можно выбрать один из предустановленных или создать свой временной интервал. Таймер активируется сразу, при этом и на часах, и в плагине отображается обратный отсчет. Четвертая опция самая необычная, она предназначена для медитации и расслабления. Здесь выставляется время 30 минут по умолчанию от 0 до 1 часа. Выбирается один из 5 предустановленных белых шумов, звуки природы, костры, вода. После того, как заданный интервал заканчивается, включается будильник, который выводит из медитации. При этом в плагине и на часах также отображается обратный отсчет. К сожалению, в устройстве поддерживается только китайский голосовой помощник. Кстати, все перечисленные ранее функции также могут активироваться голосом. Кроме этого, в меню Smart Home можно выбрать устройство и автоматизации для голосового управления. Здесь же есть журнал переговоров, меню для составления индивидуального тренировочного плана, данные об автомобильном трафике и погоде, но все это актуально только для Китая. Последнее меню – это Bluetooth шлюз. Bluetooth шлюз не простой, а с поддержкой ячеистых межсетей, о чем и написано на экране. Поддержка остальных Bluetooth устройств экосистемы также имеется. По ссылке внизу экрана открывается инструкция на английском языке по работе с Bluetooth межустройствами. В правом верхнем углу экрана плагина имеется меню настроек. В меню опции устройства можно установить настройки домашнего и рабочего адреса для анализа дорожного трафика, установить рингтон по умолчанию, отключить свечение верхней кнопки, установить 24-часовый формат дисплея и активировать ночной режим экрана, а также установить громкость динамика. В автоматизациях имеется единственная опция – действие, голосовое уведомление. Для невладеющих китайским языком пользователей это устройство в первую очередь электронные часы с будильником и таймером. Стильно выглядит, неплохо смотрится рядом с экосистемными устройствами. Кстати, очень немаловажной является функция Bluetooth шлюза. Кстати, в случае расположения рядом с монитором качества воздуха, оснащенным USB Type-C разъемом, мне пригодился двухголовый кабель от Ugreen. Он отлично справился с питанием сразу обоих устройств. Ссылка в описании под видео. Неплохо вписывается гаджет в интерьер и отдельно. Четкий и высококонтрастный экран, саморегулирующаяся яркость,
Он неплохий просто как электронные часы, хотя только для такого использования несколько дороговат. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!